Приветствую вас, друзья, на канале Чуча ТВ. Мы продолжаем серию модернизации 3D принтера Sapphire Plus версии 1.1 от компании Twotris. И сегодня мы вместе с вами сделаем следующие доработки. Снизим немножко шум этого принтера, обеспечим качественную работу оси Z, также решим вопрос с кривизной стола, концевиками, датчиком окончания филамента, ну и конечно же заменим заводскую прошивку на прошивку Marlin. В Google Play Market я скачал приложение, называется шумомер. Конечно, это не супер точный инструмент, но для сравнения нам подойдет. В поддоне принтера для охлаждения используется 3 вентилятора. Первый вентилятор 40 на 20. Подводим к нему порядка 65 дБ и останавливаем. — 63-65. Получается, мы выиграли всего лишь 2 дБ. То есть это не самый шумный вентилятор в данной системе. Хотя обороты его можно было бы немножечко снизить. Теперь давайте посмотрим, как шумит блок питания. Подводим на 10 сантиметров к нему. 67 дБ это максимальный уровень. Для снижения уровня шума сделал следующую модернизацию с нашим блоком питания. С обратной стороны корпуса открутил 4 винта. Тем самым смог снять этот блок. И как вы уже заметили, убрал перфорацию обычными кусачками. Такую модернизацию я уже делал на Tron CX-Y2 Pro. Благодаря этому снизил уровень шума. Еще очень важный момент. Инженеры завода перепутали и поставили вентилятор неправильно. То есть он работал на выдув воздуха. Точно так же, как и дальний вентилятор 40 на 20. Поэтому вентилятор я перевернул, и теперь он работает на всасывание. То есть он втягивает воздух, пропускает через весь корпус. И благодаря вентилятору 40 на 20 этот горячий воздух выходит наружу. Также в процессе эксплуатации я заметил, что данный блок питания из-за работы вентилятора передает небольшую вибрацию на корпус принтера. Я наклеил между корпусом и блоком питания двухсторонний скотч толщиной в 1 мм. Он отлично погасит вибрацию и немножко снизит уровень шума. Ну и последний вентилятор 40 на 10 для обдува материнской платы. Максимальный уровень шума 67 дБ. Давайте его остановим. Как только мы остановили вентилятор, уровень шума снизился на 7 дБ. И это достаточно много. Также хочу отметить, что данный вентилятор не особо эффективен в работе. Ведь площадь, которую он покрывает, недостаточно, чтобы охладить полностью все драйвера на материнской плате. Поэтому мы сейчас это исправим. Заводской вентилятор вместе с креплением полностью отстегнул, с обратной стороны открутив 2 винта М3. Также отстегиваем от самой материнской платы, так как подключать будем напрямую к блоку питания. Крепить вентилятор 40 на 10 будем также винтами М3-12. Отверстия полностью просчитаны и резьбу нарезать даже не нужно. Но для более высокой надежности с обратной стороны можно еще закрутить гайки М3. Ну и конечно же, друзья, как же без синей изоленты. И вот так вот под низом будут проходить у нас оба провода. Оба вентилятора 40 на 10 работают сейчас на втягивание воздуха. То есть засасывая воздух, подают прямо на материнскую плату. Для уменьшения вибраций также используем двухсторонний скотч. Крепиться вентиляторы будут на штатных посадочных местах. Преимущество такого решения в том, что у нас работает вместо одного заводского вентилятора сразу 2. Обдувает большую область, захватывает все драйвера, от этого они не будут перегреваться и в итоге прослужат намного дольше. А благодаря понижайке мы можем регулировать обороты и тем самым уменьшить уровень шума. Этот девайс мы установим в заднем правом углу, вот здесь. Поэтому вам нужно отмерить длину провода с учетом этого расстояния. Так как оба эти вентилятора на 24 вольта, так же как и 40 на 20, давайте их соединим и подключим к одному устройству. Берем красные провода 3 вентиляторов, скручиваем вместе. Также поступаем и с черными проводами, это у нас минус. Также находим в закромах 2 коротких провода, красный и черный. Это будет питание нашей платы. На плате присутствуют как поджимные разъемы, так и возможность припаять провода. Но я не хочу возиться с паяльником, поэтому будем использовать именно зажимы. Как уже догадались, на вход IN мы подаем питание от блока питания. А вот на контакты выход out подсоединяем вентиляторы.
и также соблюдая полярность. На LM2596 мы видим 11,1 вольта. Это мало для наших вентиляторов, поэтому с помощью подстроечного резистора мы можем увеличить напряжение. Потихоньку крутим по часовой и слышим, как меняются обороты вентиляторов. 18 вольт будет более чем достаточно, чтобы получить и тишину, и эффективность обдува. Проверяем поток воздуха от двух вентиляторов 40×10. Он идет равномерно, полностью на всю материнскую плату. Вентилятор блока питания теперь работает в правильном направлении. Ну а вентилятор 40×20 уже так не жужжит, как ранее. И поток воздуха выходит как раз наружу. То есть он вытягивает весь горячий воздух с нашего блока питания. Я считаю, что именно так должна быть организована с завода система обдува электроники этого принтера. Теперь нам остается только установить с помощью Т-образной гаечки. А теперь давайте проверим уровень шума после наших модификаций. Переворачиваем телефон, чтобы микрофоном он смотрел именно в наше устройство. Тем самым будем получать максимально точные результаты замеров. Сейчас в квартире уровень шума составляет 30 дБ, так как шумят посторонние девайсы. Включаем принтер. На расстоянии в 20 см от принтера уровень шума не превышает 60 дБ. Это неплохой результат, тем более, что принтер у нас перевернут и крышка не установлена. Теперь проверим каждое отдельное устройство. Уровень шума блока питания 64 дБ. До этого было 67. Уровень шума вентилятора 40×20 тоже снизился. Был 65, стал 63. Уровень шума двух вентиляторов 40×10 тоже достаточно низкий, составляет всего лишь 63 дБ. Если вы помните, он составлял ранее 67, при том, что работал только один вентилятор. А сейчас у нас установлено два вентилятора, и они шумят значительно меньше, так как мы снизили обороты с помощью понижайки LM2596. Но при этом эффективность этих двух вентиляторов значительно выше, чем эффективность одного вентилятора даже с большей скоростью. А теперь, уважаемые зрители, одна из самых важных модернизаций нашего Sapphire Plus. Это доработка оси Z. Как вы помните, на этом принтере установлено два мотора для поднятия стола. При этом они синхронизированы вот таким вот коротким ремнем GT2. Но инженеры компании Tvo3 ошиблись с размером. Вместо 713 мм они поставили 710. При установке такого короткого ремня валы моторов стягиваются между собой, в результате чего они перекашиваются. Ведь установлены на очень гибкую, мягкую платформу толщиной 1,5 мм. И в данном случае даже ребро жесткости этой панели не особо помогает. Самым правильным и верным решением является установка такого мотора на профиль оси Z 20×40, на котором установлена рельса МГН-12. И соответственно Т8 винт должен быть максимально параллельный нашей рельсе. Поэтому на первое время я распечатал специальные уголки для крепления этих моторов по оси Z. Но проблема в том, что получить идеальный угол 90 градусов у уголка с помощью 3D печати очень сложно. Даже незначительные отклонения в итоге при такой огромной длине приведут к большим отклонениям. Поэтому от пластиковых уголков мне пришлось отказаться в пользу металлических. Вот такие вот уголочки были выфрезерованы и анодированы компанией Mellowstore по моей просьбе буквально за неделю. При том, что компания Tvo3, которая также обратился за помощью, отказалась делать такие девайсы для своего же принтера. А Mellowstore сделали очень оперативно и с высочайшей точностью. И за это им огромная благодарность. Вот так выглядят распечатанные уголки. Такой вот бюджетный вариант. Если замерить лекальным уголком, видим, что есть небольшой зазор. То есть угол не 90 градусов. И это на самом-то деле проблема. С уголком от Mellow никаких проблем нет. И это логично, ведь он фрезерован на высокоточном оборудовании. Так что угол 90 градусов здесь сохраняется. Крепить к профилю будем с помощью Т-образной гаек и винтов М410. Для точной настройки оси Z гибкая муфта не подходит. То есть она пружинит и, соответственно, вал будет тоже изгибаться. А нам нужно получить максимальную жесткость и соосность. А теперь очень важный момент. Ко мне сегодня приехала пара муфт черного цвета от компании Keypunk. Я их установил уже на Sapphire Plus и, честно говоря, был очень удивлен качеством, потому что биение практически нулевое. Если покрутить вал, идеальная соосность между валом и валом мотора. Естественно, такие муфты можно смело ставить взамен пружинных. Они будут работать намного эффективнее, дадут хорошую жесткость, точность, соосность, и поэтому мы их будем использовать в дальнейшем. Если у вас нет таких качественных муфт, вы можете использовать и старые пружинные.
Просто не забудьте в них вовнутрь положить вот такой вот металлический шарик диаметром 7,5 мм. Набор таких шариков я купил в Китае. Видео, как правильно собрать ось Z с пружинной муфтой, я уже снимал ранее. Можете посмотреть на моем канале YouTube. Дальнейшая настройка оси Z с новыми уголками практически точно такая же, как я показывал в предыдущем видео. Если приподнять сейчас портал, то мы слышим, где-то на середине появляется звук трения о металл. Это говорит о том, что связка винт, муфта, мотор немножко перекошены. И наша задача с помощью уголка все это выровнять. Берем специальный укороченный шестигранник, для того, чтобы легко было добраться до винтов, которые крепят уголок к профилю 20 на 40. Ослабив немножко винты, немножко проворачиваем уголок. После этого снова зажимаем. Снова перемещаем портал вверх и смотрим на соосность с отверстием нашего портала. Если соосность соблюдается, никаких смещений не происходит, значит вал у нас стоит идеально перпендикулярно. Или же параллельно профилю 20 на 40, на котором установлена рельса МГМ-12. А это очень важно, чтобы Т8 винт был максимально параллелен рельсе МГМ. И вот только после этого фиксируем внизу антивоблинговую систему. Теперь приподнимаем каретку вверх. Посмотрите, насколько ровный у нас винт. Идеальная соосность. После правильной настройки каретка опускается, поднимается даже пальцами. Без особого труда. Теперь наша задача приподнять его в самый верх, для того, чтобы вал Т8 центрировался относительно нашего подшипника. Вот теперь крепежные винты можно смело закручивать. Такую же процедуру проводим и с соседней кареткой. И вот, уважаемые зрители, оба мотора мы установили. Остается нам установить ремень синхронизации. Но, как вы знаете, он у нас короче на 2-3 мм. Поэтому в Китае я прикупил этот удлиненный ремень GT2 782 мм. Естественно, нам нужно компенсировать эту длину с помощью специального натяжителя, который я также спроектировал в Autodesk Inventor. Натяжитель представляет собой вот такое вот устройство. Сюда устанавливается сам натяжитель. С помощью болта, подкручивая его, мы отжимаем и тем самым делаем натяжение ремня. Это два отверстия под винты М4-12. Для крепления на раму принтера. С обратной стороны есть шестигранные посадочные места под гайки М5. Желательно использовать контрагайки, чтобы винты М5-35 не раскручивались. Между пластиком и шкивом я поставил шайбы из Китая. Они имеют небольшой диаметр и рассчитаны под винт М5. С этой стороны я также впрессовал гайку М5. Сам же натяжитель собирается тоже на винте М5. Шкив у нас не гладкий, а с ребрами. В самом механизме есть специальный паз для крепления на раму принтера, в который предварительно сделал отверстие. Просто приложил конструкцию, пометил сверлом и просверлил диаметр 3,5, после чего нарезал мечиком резьбу М4. Перекручиваем винтами М4-12. Теперь устанавливаем сам натяжитель и перекручиваем винтом М5-35. А нам остается только одеть ремень. Продеваем через все шкивы с помощью винта М5, отодвигаем натяжитель, тем самым производим натяжение. Но натягивайте не сильно, ведь данный ремень выполняет только второстепенную роль. После отключения питания он не дает нашим моторам сбиваться и, соответственно, сбивать уровень стола. После этого можно уже окончательно зафиксировать сам натяжитель. Проверяем работу ремней. Как вы поняли, в данной конструкции каждый мотор запитан под отдельный драйвер. С одной стороны, конечно, это интересно, это хорошо. Но с другой стороны, мы теряем один драйвер, на который могли бы поставить, например, второй экструдер. Поэтому я решил сразу запитать оба мотора на один драйвер. Как это я сделал на самосборе, на Tronci XY2 Pro, на Creality Ender 3. В Китае можно купить специальный разветвитель на два мотора. Но здесь очень длинные провода, поэтому я решил использовать заводские провода. В Китае был также куплен специальный укороченный разветвитель на два мотора. Сюда мы подсоединяем провод от материнской платы, он идет в комплекте. То есть это провод от драйвера IC-Z. А в эти разъемы подключаем первый мотор и второй мотор. Сам же разветвитель я, видите, прикрутил гайкой М3 к креплению вентиляторов. Здесь мы уже практически полностью закончили, можно перевернуть принтер. Как вы знаете, друзья, в принтере Sapphire Plus отсутствует датчик BealTouch. При такой вот огромной области 310 на 310 на 350, естественно, со временем у вас может образоваться, например, прогиб посередине стола. Избавиться от него можно двумя только методами. Или механическим, то есть выровнять стол, или же поставить датчик BealTouch. Проходя по области стола, он делает замеры в определенных точках и создает карту высот. Например, в центре он дает прошивке знать, что находится прогиб. Во время печати стол в области прогиба немного приподнимается, чтобы компенсировать этот зазор и получить идеально правильный первый слой. Но проблема в том, что такой датчик эффективно будет работать, если механика оси Z настроена идеально. Валы у нас ровные, люфтов никаких нет.
Никаких перекосов, естественно, не будет. Тогда повторяемость слой за слоем будет максимально точна. Если же в вашей механике будут наблюдаться какие-то отклонения, люфты, перекосы, то повторяемость слоев будет неоднородная. Где-то в одном месте он приподнимется, а в другом месте не приподнимется, где должен был это сделать. Также не стоит забывать, что на протяжении всей печати у нас работает сразу 3 координаты X, Y и Z, когда мы используем датчик BealTouch. Если же использовать механическое выравнивание стола, то есть, грубо говоря, добавить посередине 5-ю точку, 5-й барашек, с помощью которого мы сможем выровнять ровность стола. В результате этого будут работать только 2 оси, X и Y. Отпечатав один слой, они останавливаются и включается ось Z. Поднимается на нужную высоту слоя, например, на 2 мм, и снова включается ось X и Y. Таким образом, меньше нагрузка идет на материнскую плату, на вычислительный процесс, да и в целом стабильность такой печати будет значительно выше. Ведь наш стол будет стоять намертво. Он не будет постоянно в движении, вверх-вниз, никакие люфты и так далее не будут влиять на качество результата. Поэтому сейчас давайте вместе с вами займемся выравниванием стола, как это сделал на летающем медведе. Последний раз я его калибровал несколько месяцев назад, и только потому, что делал некоторые эксперименты со своим принтером. А так бы вообще не трогал, потому что, как оказалось, 5-я точка решает все. Чтобы сделать дополнительную регулировку стола по центру, я планировал распечатать специальный крепеж. Но потом посчитал, что самым эффективным способом будет установить профиль 20 на 20 за счет своей высокой жесткости, компактности и надежности. Взял профиль длиной 260 мм, можно взять и чуть подлиннее, то есть вы уже сами смотрите по ситуации. Просверлил 2 отверстия по краям диаметром 4 мм, а посередине диаметром 3,5 и нарезал резьбу М4, в которую вкрутил винт М450. Установил данный профиль на 2 каретки, пометил сверлом отверстие и просверлил диаметром 3,5 на каждой каретке и нарезал резьбу мечиком М4. Теперь мы можем смело установить нашу платформу. Перед тем, как зафиксировать балку на наших каретках, нужно отпустить один из винтов Т8. Просто шестигранником отпускаем, и видите, он самовыравнивается. Замеряем с одной стороны, например, 200 мм, и точно так же выставляем с другой стороны. 200 мм. И вот только после этого можно окончательно зафиксировать профиль 20 на 20. Проверяем работу синхронизации кареток, чтобы они нигде не заедали. Усилия приходится прилаживать все-таки побольше, потому что у нас идет и синхронизация, и 2 каретки, 2 мотора. Это тоже дает небольшую нагрузку. Но в целом работает очень даже неплохо. Механизм поджимания, сделанный на винте М4, я усовершенствовал. И сделал на винте М5. То есть в нашей балке просверлил отверстие 4,5 и нарезал резьбу М5. Посмотрите на конструкцию. Здесь используется обычная заводская пружина, которая ставится на столах. Также вот такая широкая шайба и округлая гайка. Именно вот этой вот гладкой стороной она и будет поджимать наш стол. Пружина нам нужна для того, чтобы держать постоянно в натяжении этот винт. И он, естественно, не люфтил, так как любая резьба все равно имеет небольшой люфт. Теперь можно смело установить наш стол. Чтобы проверить, как работает стол, я включил нагрев температуры до 70 градусов. Потому что калибровку стола всегда нужно делать именно на горячую, так как в процессе разогрева наша алюминиевая площадка будет деформироваться. Замерять мы будем часовым индикатором. В правом углу мы видим 0. Перемещаемся в левый угол. И тоже практически 0. Можем немножко подправить. Переходим далее. Здесь также выставляем 0. И также подкручиваем 0 в правом дальнем углу. Снова возвращаемся в переднюю точку. А теперь едем к центру. И вот, пожалуйста, мы видим прогиб по центру в размере 1/10. На самом-то деле это очень много, потому что высота слоя у нас всего лишь 0,2 мм. Поэтому адгезия в центре будет значительно хуже, чем по углам стола. Берем шестигранник и снизу подкручиваем наш винт. И вот посмотрите, мы выровняли наш центр. А теперь момент истины. Кривизну стола в центре мы подправили, и теперь можно печатать хорошо практически в любой точке нашей площадки. С настройкой оси Z и калибровкой мы закончили. Остается только один вопрос. Как же выставить зазор между столом и соплом? В этом принтере, к сожалению, нет возможности регулировать вынос концевика.
Как это реализовано, допустим, в летающем медведе. С помощью обычного винта, который вкручен в каретку стола. Но я решил поступить иначе, спроектировал собственный механизм для регулировки концевиком. И вот так вот выглядит этот миниатюрный девайс. Прокручивая барашек, мы смещаем одну платформу относительно другой. При этом смещение в одну сторону можем взять почти на 3 мм. Этого более чем достаточно, чтобы выставить идеально наш Z-Offset. Состоит он из следующих элементов. Два корпуса. Один крепится на каретку стола, на второй мы крепим с помощью 4 винтов М3-6 сам концевик. Две дополнительно крепежные гайки М3 и винт М3-35. Внутри корпуса есть небольшая полость, чтобы контакты концевика аккуратно туда поместились. Обратите внимание на внутреннюю геометрию. Здесь специально есть пазы, вырезы, при этом внутри запрессована гайка М3. Она сидит очень плотно. Нигде ничего не люфтит, и поэтому точность перемещения получается максимально высокой. А теперь очень важный момент. Концевик завода был установлен на этой каретке. При этом сам концевик стоял совершенно неверно, потому что контакты все были наружу. В моей же конструкции все контакты спрятаны внутри. Они полностью герметичны, закрыты. Но, к сожалению, данный механизм установить на заводское посадочное место не получится. Поэтому мы его поставим на противоположное. Ведь тут установлен крепеж точно такой же, как и с этой стороны, но полностью зеркальный. Есть также посадочные места, в которые мы прикручиваем наш корпус. Винтами М3 поджимаем площадку. Далее устанавливаем второй корпус. Из-под низу вкручиваем винт М3-35. Сверху накручиваем 3 гайки М3, ведь они будут контрить друг друга. Теперь можем накрутить и сам барашек. При закручивании его пластик упрется в наши 3 гайки и тем самым подожмется. Ну а теперь момент истины. Крутим барашек и видим, как смещается наша платформа вместе с концевиком. При этом точность перемещения очень высокая. Никаких люфтов нет, отклонений нет. Можно смещать даже на какие-то сотки. Приподнимаем стол, пока не сработает концевик. Пролезет даже в четверо сложенная бумага. Чтобы это исправить, достаточно просто подкрутить немножко наш барашек. Снова поднимаем стол, пока не сработает концевик. Листок бумаги проходит в притирочку. То есть с помощью такого достаточно удобного механизма мы теперь легко сможем выставить Z-Offset, то есть зазор между столом и соплом, при этом минуя дополнительную калибровку стола. Один раз откалибруем стол и забудем обо всех проблемах. Внимательные зрители могли заметить, что на принтере отсутствует датчик окончания филамента. Я его отключил и вместо него поставил новую разработку от Кулибина из Харькова, Сергея Щеголева. Он прислал мне на обзор вот такой вот набор с датчиком окончания филамента. На самом-то деле я сначала скептически отнесся к этому датчику, но когда разобрался в его принципе работы, то был приятно удивлен. Заводской датчик окончания филамента – это обычный концевик. Когда мы вставляем сюда филамент, концевик замыкается, подается сигнал на материнскую плату, что филамент присутствует. Если вдруг происходит обрыв филамента, концевик размыкается, идет сигнал на материнскую плату о том, что произошел обрыв, и наш принтер уходит на паузу для замены филамента. Но датчик от Сергея работает намного интереснее. Он, как и первый датчик, отслеживает наличие филамента внутри устройства, но помимо этого еще и производит мониторинг передвижения филамента. Если в течение 8 секунд филамент не двигается, возможно, у вас произошла пробка в директ-экструдере или в болден-системе, подается сигнал на материнскую плату, и принтер уходит на паузу для замены филамента. И это, друзья, реально круто, потому что проблема забивания сопла или пробок возникает намного чаще, чем обрыв филамента. Более детально об этом датчике расскажу уже в отдельном видео, ведь он сейчас проходит серию испытаний на Сапфире Плюс, на летающем медведе. Если же у вас возникли вопросы к Сергею, можете обратиться к нему в нашем телеграм-чате. Ссылочки и контакты скину под видео в описании. И последняя модернизация на сегодня – это замена заводской прошивки на прошивку Marlin. Я не буду более подробно вдаваться в детали самой прошивки, так как неоднократно уже показывал на своем канале, как ее собирать, как править, как изменять. Просто вкратце расскажу о некоторых особенностях, с которыми вы можете также столкнуться, как и я. Некоторые из вас могли заметить, что экран смещен на 5 мм в сторону. Когда я поставил вместо заводской прошивки прошивку Marlin, она у меня получилась почему-то вверх ногами. Все дело в том, что сам TFT-экран на заводе был прошит именно вверх ногами. Но так было им удобнее, чтобы от материнской платы шлейф легко доставал. Конечно же, я попытался в прошивке Marlin перевернуть изображение. Но, к сожалению, ничего не помогло. Только механический переворот экрана помог решить эту проблему. Но вследствие чего у нас произошло небольшое смещение самого экрана.
На функционал это совершенно не влияет, все кнопки доступны, так что это в принципе небольшая плата за прошивку Marlin. Возможно, у вас такой проблемы не будет, и изначально с завода будет все установлено верно. Что касается самой прошивки, она более удобная, более универсальная. Здесь через меню можно поменять практически любые настройки, включить тот же Linear Advance функцию и так далее. С прошивкой принтера справится абсолютно любой. Для этого просто нужно забросить один файл на SD-карту, вставить выключенный принтер, включить его, и он автоматически перепрошьется. Ничего сложного. Если же у вас возникнут какие-то вопросы с прошивкой, вы можете обратиться или ко мне, или к коллегам по 3D-печати в нашем телеграм-чате 3D Help Чуча ТВ. Туда же я размещу саму прошивку, а также отдельный файл по прошивке, которую я скомпилировал именно для вас. Давайте запустим выход в Home. В самой прошивке я сделал так, чтобы наша голова всегда выходила в центр стола. Чтобы верно выставить зазор между столом и соплом, выбираем следующую функцию. Заходим в меню, Motion, опускаемся ниже, Level Corner, и голова принтера переместилась в левый передний угол. При нажатии на следующую стрелочку голова перемещается в правый передний угол. То есть в этих точках мы калибруем с помощью бумаги, подставляем между столом и соплом и регулируем барашками. Что же касается середины, здесь мы нажимаем на крестик, возвращаемся назад, выбираем в меню и нажимаем Off. Тем самым мы убираем удержание моторов и, соответственно, можем в ручном режиме переместить голову в центр. Вот так вот просто один раз мы откалибровали полностью наш принтер, и теперь он будет работать верой и правдой очень долго. А на этом, уважаемые зрители, мы заканчиваем сегодняшнее видео по модернизации замечательного принтера Tvotris Sapphire Plus. В целом могу сказать, что очень доволен сегодняшними доработками, так как они пойдут на пользу нашему принтеру. Но впереди еще предстоит множество других улучшений. Например, заменить штатный заводской хот-энд на полноценный Direct Extruder NF Sunrise от компании Mellov, так как многие зрители давно просят это сделать. Дополнительно разработаем корпус, чтобы можно было печатать, например, высокотемпературными ABS-ами, нейлонами, которые боятся сквозняков. Самое печальное это то, что в Китае, к сожалению, нет альтернативы. Абсолютно все принтера, от более дешевых до более дорогих, требуют вашего вмешательства, ваших прямых рук. Но не научились китайцы делать все с первого раза. Передирают друг у друга вместе с хорошими моментами, так и ошибки. И переносят на свои принтера. А в итоге страдают, естественно, потребители. Поэтому для меня, как блогера и изобретателя, всегда будет работа. Надеюсь, это видео модернизация вам оказалась интересной и полезной. Не забудьте, что под видео находятся ссылочки на различные комплектующие, в том числе и на принтер Tvotris Sapphire Plus. А с вами был Макс. До новых встреч. Пока-пока.